Всем привет, это канал Страдивали, и сегодня у нас новое видео. Спасибо, Иван. Видео у нас сегодня необычное. Помните, где мы танцевали и угадывали произведения? Вот сегодня будет практически то же самое, но вместо танца мы будем дирижировать. Я буду дирижировать для вас 5 произведений, вы должны их отгадать, потом мы поменяемся. Если вы написали и композитора, или произведение, или и то, вы получаете 2 балла. А если вы можете только напеть, так и пишите. Сейчас спою и получите 1 балл, если отгадали, конечно. А если и то, и то? Если и то, то минус балл. Не надо нам и то, петь, вот это тайминг эфира занимать. Ну что, поехали? Отверните друг от друга. Вообще, я все вижу. Оркестр, тишина, пожалуйста. Оркестр, тишина. Ай, больно. Копает что-то, смотри. Вот ее проверяют. На самом деле, что точно знаю. Звездные войны, что ли? Классика. А, я знаю, что это такое. Спасибо, спасибо. Не оркестр, а чума. Что, хорошо играют? Ну, во-первых, по руке не играет никто. Молодежь, не списываем. У вас разные варианты. Так, этот ряд первый вариант, этот второй. Готовы? Да. 3, 2, 1. Конечно, это Прокофьев, танец рыцарей. Я сначала показывал, да, а потом, там, помнишь, был видос, где медники играют из «Звездных воинов». Ну, точно. Я понял. Как ты... А, нет. Ты меня пранканул сейчас. Я просто сейчас спою. Я не знаю. Вот этот жест мне нравится. Это подсказка. Мне кажется, надо останавливать. Смысла уже в этом нет никакого. Восьмерка, мне кажется, восьмерки что-то зашифровано. Восьмерка. Ну что? Подождите, восьмерка, ты покажешь, восьмерка это символ Восьмерка, бесконечности, да. Классика. Классика. Кто придумал нотный стан? Нотный стан? Гвидо Не Дореццо. Даже я не знаю. Гвидо Дореццо. Это значит, кто после Гвидо Дореццо он списал? Бах, это не Бах, потому что Бах Гуно мы это уже проходили. Баба. Следовательно, Гендель, Г. 3, Поехали. 2, 1. Ну, спой. Та-та-та-тарам. А, молодец. А кто Та-та-та-тарам. такой? Та-та-та-тарам. Татарам. Татаратам. А что ты не написал-то? Это же элементарно. Я прикалываюсь. В чем прикол-то? Прикол в чем? Петь хочу. Че, может, морской бой? Не, подожди. Что-то армянское. Нет? Ну, там немножко по-другому. Понял. А давай тяни одну нотку внизу. Нет, внизу. Нет, чуть повыше. Плохо, Саш. Да, плохо, тогда не будем. Господи. Соседи не одобрят. А? Слышал, нотка улетела? В качестве соседей у нас только черти уже. Небесная нотка. Мы и так в подвале. Ай, Это кавказское что-то, я тебе говорю, это что-то. Значит, Хачатурян. Ай! А, так О, это этот самый... А что такое резко сейчас было-то? Uno, dos, cuatro. У меня жена. Гошенька. Что там? Венгерский танец. Так а зачем ты? Там эти, как он начинается? Как они? Тарелки. А к зрителям зачем А поворачивать? что, такая музыка тоже? Танец же Какая музыка? пошел. Я сразу подумал, что это Одесский марш.
Ребята, всем привет! Спешу похвастаться. Меня позвали работать на производство духовых инструментов. Никакое образование не нужно, зарплата высокая и график свободный. Ну что, пойдемте посмотрим, что они для меня приготовили. Блин, задом наперед надел. Короче говоря, новая должность не оправдала моих ожиданий, но мне все же дали шанс проявить себя. Ну что, сейчас мы из этой заготовочки сделаем отличный новенький инструмент. Поехали. Полдела сделано. Ну что, поехали работать дальше. Но я быстро сдался и пошел смотреть, как взрослые работают. Все начинается с проектировки инструмента на компьютере. Затем подготавливают корпус, сверлят отверстия, а параллельно готовятся разные мелкие детали. И только потом инструмент отправляется на стол к мастеру, где его настраивают и доводят до ума. Кстати, здесь работает Джон, мастер из Австралии. Пойдемте спросим, что он делает. Hey John, what are you doing right now? Oh, I'm checking the bore of this oboe to make sure that we have concentricity. Ага, ничего не понятно, but very interesting. Thank you, John. Ателье Гончарова. Собственное производство отличных духовых инструментов в Москве. Доставка по всему миру. Так, он смотрит на скрипке, на первую скрипочку. Влюблен, что ли, не понимаю? А я уже все написал, Вань. Да я видел, я все списал. Дождик пошел, он просто... О, Там контрабасы были. да? А мне показалось, куда здесь пошел послушать. Пом. О, кто меня слушает? Так, Все. Спасибо. Да мы сняли уже. Давайте, раз, Можно два, я- три. первым покажу. Нет, одновременно, раз, два, три. Так. Монтеверди, капричос для сопрано и 4 знака вопроса. Вот Ваня, кстати, ближе. Нет, Да? ребята, нет, это ария Баха. Он девятку разгоняет, короче. Девятка. Ты там у него же вариатор стоит, смотри. И звуки такие. Потому что резину надо нормально ставить. Конечно, сцепления нет никакого, он гудит там. Раздаточная коробка как начнет сейчас. О, Оля, это виолончель. Не, я не знаю. Я, может, конечно, знаю, но... Что для скрипочки написал? Концерт для Барнаула, да? Не, подожди, хочется что-нибудь угадать. Да, Ваня, отдыхай. Уна дос кватро. Смотри, во-первых, я выиграл в крестике-нолике. Ну это нечестно, он меня он слишком Я лишний настолько ход сделал. плохо показываю. Ты что, А дяденька? ответ Нет, полет ребята, шмеля. вообще не в ту степь. Это концерт для Барнаула. Вот это уже ближе. Вот. Так и что это А скажи? честно сказать, это был Вивальдиев. Вивальдиев? Гроза. Николай Борисович. Впервые слышу. Как такое. говорят? Типа... Ну. Дар-дар-дар. Что-то новое. Дар-дар-дар. А вот у меня вопрос, почему Георгий, когда дирижирует, смотрит только на Сашу и пытается Саше У меня объяснить, соло. что он дирижирует? На меня вообще не смотрит. Ему плевать на меня. Это называется «Свои люди в оркестре». А теперь вообще рояль заиграл каким-то макаром. 3, 2, 1. Значит так, я написал дирижера, который глазами дирижирует, и Баха, потому что было похоже на ту-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Ну это близко очень. Бах близко. Но только первое, зачем тебе буквы вот эти? А неправильно, что это 4 четверти? Бах, Ава Мария. Ну Аву всё. Мария? Я подумал, что это мажорное это. Это мажорная. Ну вот это до ми, соль, до ми, соль, до ми, до ми. Да, только это в этом. ХТК, Как это при- А, называется? это кавер-версия Бах на Баха? Пожалуйста, оркестр. Оркестр. Тишина! Выгоню тебя к чертям. Спасибо. А я виолончель, кстати, первая.
Что происходит в виолончели? А он что-то хочет. Он просто... Что за бу-бу-бу? Вас держит рассадить, вот так, молодежь? понимаешь? 3, Уна. 2, 1. Поворачиваем. Болеро, Равель, Вивальди, времена года. Конечно, Болеро, Равель. One Love. Ты понял уже, да, что это? Ну, у меня есть догадка. О, я теперь знаю. На счет 3 поворачивайте. 3. Что? В подземелье гордого у руля. А кто композитор, не показывай. Кто композитор? Ай! Вот если композитор не напишет, будет только 1 балл, а тебе 2. А учитывая, что у Александра очень плохой почерк и много грамматических ошибок, вам 1,85. Как один? А вам 2. Округляем до одного. Грек в подземелье гордого у руля. Да, все понятно. Если бы была зубочистка, я бы хотя бы догадался. Я не могу вспомнить произведение, у меня просто вылетело из головы. Я точно знаю, что это за произведение, и точно знаю, кто дирижирует. Но я не могу вспомнить, что это за произведение. А если написать просто русский композитор? Все, можно? 3, 2, 1. Тара, тара, тарам, та-там. Правильно? Так, хорошо. Симонов Тревиата, Вебер, карамельный свитер. Дирижирует Симонов. Нет, это Дюдамель. Вот это Симонов! Дюдамель. Вот Запись, так делать где он Дюдамель? при папе римском играет. Он прям так, Ну, да. я спел правильно произведение? Конечно. Ну что-то явно снимает уже 2 раза. Ага, one hand. Изысканная такая. Это видно. Уна, Дос, кватро. Вопрос правильный, но это откладывается. Дальше здесь. Сказать уже, да? Ну, конечно. Вивальди, времена года. Конкретно. Весна. Да напой. Так оно же не так держится. Ты мне будешь рассказывать, На два флорентист держи. несчастный. Опа. Знаешь, Гош, Аньки. есть произведения, про которые говорят в сердечке. Ну, я не слышал, чтобы так кто-то говорил до этого момента. Но это про это, я думаю. Ты написал часть? Какую часть? Причем тут часть? А у тебя что, в этом произведении, которое ты написал, нет частей? Оп, поворачиваем. Так. Ну что ж ты так меня не любишь-то? Бац! Что это? Там, Бац! па-пам, па-па-па-па-пам. Ночная серенада. Там А был маленький здесь я кусочек, пытался который был показать похож, типа, вот эти... та-та-та-та-та. Там на 3/4 было, он что-то дирижировал. Сказки Венского Гофман. леса вальс. Кошмар, выгони его. Явно басы. Сняли басы. Все, конец? Сейчас тему дождись. Опять дождись. Ты видишь? Вы вот это заметьте просто. Все время контакт. Дождись.
То, что я здесь сижу, вообще не Сейчас замечаю. тем пойдет. Да, Надеюсь. Партитура. А, реприза в 2 пиано. Угадал. Я партитуру не видел просто. Делаю ставку. 2, 3. Нет, но как бы он черпал от него. Вступление ГППП Брамс, не Брамс. Слушай, ну это И сложно. Велжи- Бетховен, понятно. Сложно вторую часть открыть. А Там ты нету- смысл- Это одна из самых известных вещей. Но Ты она что? очень Да, долго да, 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 развивается, всё правильно. понимаешь? Ну чуть притреснуть, что ли? Что? Не Я подсказывай. дирижер, опять же, да? Не Я подсказывай, да. Ты кларнетист, Саш, не обольщайся. Это было записано? Это хорошая шутка была. Что это такое? Как тяжело после дирижерской кафедры хоровой смотреть на оркестрантов. Ничего не понятно. Все машет, что-то машет. Где схема вообще? Сколько локтя, господи. Господи, как он старается, бедненький. Все, спасибо, спасибо, дальше мы играли. Спасибо, дальше мы играли, проходить не будем. Готовы? 3, 2, 1. Подожди, можно я допишу? Да нет, я знаю ответ. 3, 2, 1, ну давай. Ну ладно, я хочу спеть просто. Фортепианный концерт. Сейчас спою. Пам, Абсолютно верно, молодец. пам, Подвывает что-то. пам, Молодец, абсолютно верно. пам, пам, И 1 балл твой, правильно. пам, 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 пам. Три, четыре, пять, Да не может быть 6 восьмых, он на Сейчас будет соло. Сейчас будет соло, говорит. И гобойчик. Не, еще ритм меняется все время. Ну, у Гоши своя техника просто. Главное лицо. Мне кажется, надо смотреть на лицо больше. Это Квартетик. Опять. мажор. Ну все. Все минор, а тут мажор. И это он обзывается. Да нет, я не то написал, конечно. Просто я люблю этого композитора и это произведение. Что обычно поют под окном у девушек? Серенада ночная. Серенада. И что нам теперь? И кто написал самую известную такую штуку? Кроме Моцарта. Черт, кроме вот не добавлял бы. написал. Я уже. Я тебе не дам. Да все уже, ну не надо, это уже какой-то, блин, начинается. Ладно, я не изменяю традициям. Уна, Дос квадро. дос кватро. Правильно. Шуберт. Вау! А кто, что? Я просто написал А Шуберт, напой. потому что я знаю, что Шуберт серенада писал. Он только одну же написал, нет? Ну да. Так Ну, поэтому напой, написал. напой. Шуберт серенада. Давай, поехали. Напой, я не понимаю, что это. Ну рекламу, помнишь, там баночка такая с кукурузой идет? Помнишь чё рекламу Бондюэль? Баночка с кукурузой такая. А это что такое? Ты не смотрел рекламу? Ой. Вертолеты. А вот это, кстати, уже на Симонова похоже. Пусть это есть. Вот эти вот. Чак Берри, золотой альбом. Короче, спел 1 балл. Ты был близок, но что такое Бондюэль и дальше назвал не то? А ты чё, мой ответ написал? Рекламу Бондюэль? Ну это помнишь, где баночка с кукурузой? Бондюэль — это овощи для побед. Бондюэль — победители эстафет. Как ловко морковка ушла вперед, эстафету передает. Ну что, ребята, у нас финальный счет 6-6-6. Но 3 шестерочки. Счастливое число. Но давайте смотреть правде в глаза. Ваня пару раз поддался, когда он напел, хотя он знал, что это за произведение. Правильно я понимаю? Ну, естественно. Давайте считаем, сегодня это Ванина победа. Но, ребята, наказание все равно есть. И оно для всех нас троих. Сегодня мы будем дирижировать. А вы должны угадать, что мы такое дирижируем. И написать об этом в комментарии. Так что готовы? Все готовы? Погнали. Спасибо за просмотр, ребята. Не пропадайте.